Лучшие 3D дунхуа в мире. Это вторая часть, поскольку ранее мы рассмотрели топ-10 величайших шедевров, что стали легендарными. Если вы не смотрели это видео, первую часть, ссылка будет в описании. Мы рассматривали такие китайские дунхуа, как Боевой континент, Расколотая битва из Синева небес, Безупречный мир и другие. В этом видео превосходные работы, которые менее популярны, возможно, из-за своего недавнего выхода, однако впечатляют своей графикой, сюжетом, персонажами и зрелищными битвами. Вполне возможно, со временем они станут легендами, и каждый полюбит их. Этот рейтинг составлен по оценкам пользователей и просмотрам на китайском ТВ, включая такие популярные платформы, как Bilibili, Tencent и Youku. Иногда хочется посмотреть что-то новенькое, поэтому этот топ, возможно, поможет вам познакомиться с новым дунхуа, который вы еще не смотрели. И кстати, топ составлен не от лучшего к худшему. Это просто нумерация дунхуа, чтобы знать, сколько осталось до конца. Итак, на 6-м месте «Дорога звезд». «Дорога звезд», еще известная как «Звездное преобразование». Это китайское дунхуа, выпущенное в 2018 году. На данный момент вышло 6 сезонов. История рассказывает о Цинь Юе, молодом принце, родившемся без врожденного таланта к боевым искусствам. Несмотря на это, благодаря упорным тренировкам и стремлению стать сильнее, он обретает уникальный путь культивации, называемый «Звездное преобразование». Этот метод позволяет ему преобразовывать энергию звезд в силу, постепенно поднимаясь по уровням силы и становясь все могущественнее. По мере продвижения он сталкивается с множеством испытаний, врагов и союзников, раскрывает секреты вселенной и борется за место под солнцем в мире бессмертных. Дунхуа очень интересное и увлекательное, его автор также известен топовым произведением «Пожиратель звезд», так что это аниме очень качественное с продуманным сюжетом. Дунхуа получила положительные отзывы за графику и динамичные боевые сцены. 5-е место. Становление богом. Китайское аниме или дунхуа, выпущенное в 2022 году студией Chenxian Culture. На данный момент состоит из 2 сезонов по 52 серии каждая, длительностью около 20 минут. Жанры – приключения, фэнтези, экшен, исторические элементы и боевые искусства. Главный герой, Ло Джен, происходит из некогда влиятельной семьи, которая со временем утратила свое положение. В 17 лет он становится рабом и тренировочным инструментом для нового молодого мастера, терпя унижение и лишения. Ситуация усугубляется, когда его сестру похищают и заключают в тюрьму. В поисках способа спасти ее и восстановить честь семьи, Ло Джен обнаруживает древнюю книгу, оставленную основателем их рода. Он раскрывает в себе уникальные техники боевых искусств, которые наделяют его невероятной силой. Вооруженный новыми способностями, Ло Джен отправляется в опасное путешествие, полное испытаний, чтобы спасти сестру и вернуть былую славу своей семье. Это очень классное и интересное аниме, которое я точно могу порекомендовать к просмотру. Это и динамичный сюжет, и качественная анимация, особенно сцены боевых искусств и крайне любопытные персонажи. 4-е. Мой старший брат чересчур сдержанный. Братик. Очень забавный и смешной дунхуа со всякими нелепыми моментами. Студия анимации та же, что выпускает Боевой континент, Пожиратель звезд, Сказания о пастухе богов и другие. Так что с графикой и битвами здесь все супер. Выпущена в 2023 году студией Sparkly K Animation. Главный герой Ли Чен Шоу переродился в древние времена после смерти от неизлечимой болезни. Он стремится к спокойной жизни, скрывая свои способности и избегая конфликтов. Однако его учитель оставляет ему на попечение младшую ученицу Лань Линь, что нарушает его планы. Вместе с ней Ли Чен Шоу оказывается втянутым в различные приключения и испытания. Зрители отмечают интересное сочетание боевых сцен и комедийных элементов, а также глубокую проработку мира и персонажей. 3-е. Убийца богов или Нефритовая династия. Тоже одно из топовых аниме, впечатляющих своей графикой и сюжетом.
Год выпуска 2022. Вышло 2 сезона. «Убийца богов» рассказывает историю Джан Сяофаня, сына простого крестьянина, чья жизнь меняется после трагической ночи, когда его деревня была уничтожена. В поисках справедливости и истины он вступает в магическую школу, где сталкивается с демоническим артефактом, сферой крови, что ставит его на опасный путь. Роман стал основой для нескольких адаптаций – маньхуа, компьютерной онлайн-игры, фильма и дорамы «Нефритовая династия». Но, конечно же, мы рассматриваем здесь именно Дунхуа. Некоторые отмечают, что несмотря на высокое качество анимации, сюжет местами может быть сложным для восприятия и запутанным, но такое встречается почти во всех Дунхуа. Второе. Меч грядущего. Одна из самых интересных новинок 2024 года. Мы уже делали обзор на это аниме, точнее оно было в видеоролике «Топ лучших новинок 2024 года». Первое. Лазурное наследие. Топовое аниме от автора «Пожиратель звезд» и студии, что выпускает «Трон, отмеченный Богом». Сюжет сосредоточен вокруг Мэн Чуаня, молодого человека, который в детстве стал свидетелем убийства своей матери. Эта трагедия побудила его посвятить жизнь совершенствованию боевых искусств и культивации, чтобы отомстить за ее смерть. Мэн Чуань поступает в Академию Зеркального озера, становится ее учеником и молодым мастером семьи Мэн. Обладая упорством и исключительным мастерством владения мечом, он сражается со злом, уничтожает монстров и стремится защитить свой родной город от вражеских сил. Битвы вне всяких похвал, монстры страшные, все как надо. И бонусом еще одно классное Дунхуа, которое я давно планировал посмотреть – «Окутывая небеса». Очень похоже по стилю или графике на Дунхуа «Путешествие к бессмертию». Например, главный герой как брат-близнец Хан Ли. И это неудивительно, ведь выпускает их одна и та же анимационная студия. Автор романа «Окутывая небеса» известный также по произведению «Безупречный мир», а это о многом говорит. Итак, «Окутывая небеса» – китайское аниме, выпущенное 3 мая 2023 года. Сюжет начинается с обнаружения в космосе таинственного бронзового саркофага, запряженного 9 гигантскими драконами. Одновременно группа выпускников, включая главного героя Ефаня, оказывается втянутой в загадочное путешествие, приводящее их на планету культиваторов, домен Северной Звезды. В этом мире, где сила определяет статус, Ефань стремится выжить и найти путь домой, сталкиваясь со множеством испытаний и опасностей. Аниме сочетает жанры экшена, приключений и фантастики, предлагая зрителям динамичные боевые сцены и глубокий сюжет. Оно получило положительные отзывы за качественную анимацию и интересное развитие событий. Если вы являетесь поклонником истории о культивации и параллельных мирах, «Окутывая небеса» может стать отличным выбором для просмотра. Это лишь малая часть классных Дунхуа, которые стоит рекомендовать к просмотру, поэтому вполне возможно будет продолжение. Напишите в комментариях, какое из этих аниме вы уже смотрели и каковы ваши впечатления. А если нет, то что из этого списка вас заинтересовало больше всего? Давайте наберем 2000 лайков под этим видео в YouTube и выйдет продолжение. Большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал Киномикс и всем пока!